Всем добро пожаловать на необитаемый остров. Мы сейчас вас встречаем. Асель ест испорченный бутерброд. Да, я понимаю, это не очень вкусно. Давай сразу выбросим с тобой тарелочку. А с Иджуном мы идем проверять ловушку. Смотрите, у нас сейчас зима, но осталось всего 3 дня и начнется весна. Весной я проверила их багаж, у нас есть цветы, которые мы можем посадить. А пока вот будет идти 3 дня зимы, нам нужно, получается, наловить побольше рыбы и насобирать ракушек, чтобы можно было купить унитаз, раковину, костер, в общем, все, что у нас в прошлой серии унесло штормом. Будем восстанавливать нашу мебель. Так, давайте сразу посмотрим багаж, много ли нам рыбы принесло. 4 рыбки, отлично, 4 рыбки, и Иджун поплыл, немножко отдохнуть в океане. Он у нас с чертой характера одиночка, поэтому иногда ему нужно побыть одному. А время у нас 8 часов, и мы идем с вами бросать кубик. У нас с этой серии будет нововведение. Я не буду пользоваться вот этим вот генератором, потому что вы мне в комментариях в прошлый раз написали, что здесь никогда не выпадают цифры на 5 и на 6, а у нас есть испытания с этими цифрами. И я проверила, я сама 100 раз нажала этот кубик, и действительно ни разу не выпала ни пятерка, ну вот чтобы начиналась, да, комбинация с пятерки, ни шестерка. То есть здесь настроен генератор так, что выпадает только с первой цифры по 4. Поэтому этим кубиком я пользоваться не буду. Я сейчас вот просто щелкаю, чтобы вы тоже это увидели. А я нашла для себя вот другой кубик, будем его бросать, и я буду выводить задание на экран, которое выпадает под определенную комбинацию. Поэтому давайте начнем. Воля богов! Та-да-да-да-дам! 1-3. 1-3 – это хорошее задание. Все, что начинается с единицы, это нам дает белый бог. Итак, 1-3. Белый бог посылает вам удачу, и вы, ведомые его волей, находите кладовку белок, а там семена новых растений. Ура, ура! Опять нашли кладовку белок. Вы должны купить 4 пакета сезонных растений. По одному пакету с каждого сезона. Ура! У меня тут Асель как раз, видите, занялась посадкой растений, и сейчас мы вот купим летние, осенние, зимние и весенние растения. В этот раз их будет открывать Асель, в прошлый раз открывал Иджун, и что-то как-то нам мало всего попалось, поэтому надеюсь, что Асель у нас будет более удачливая. Так, Асель, давайте сразу открою ее багаж. Прекращай пока сажать, давай начнем. У нас сейчас зима, 3 дня зимы осталось, давай начнем с зимних растений. Так, открыть. Подснежник. А это цветочек, да? Это цветочек. Так, сразу ставлю себе их посадить. Помня прошлый опыт, один себе оставлю про запас, чтобы на всякий случай, если вдруг опять придет шторм, у нас было что посадить. Так, следующий давайте откроем весну, потому что скоро у нас придет уже весна. Так, сейчас мусор бросишь, да? И лимоны! Лимоны, а они растут круглый год? Друзья, у нас будут деревья. Если ничего не случится, Асель действительно повезло, и если ничего не случится, у нас будут деревья. Посадим тоже 2 себе оставим про запас. Ну и напоследок давайте откроем, и получается это осенние растения, да? Да, тоже видите цветочек, и летние тоже откроем. Еще лимоны! У нас стало 6 лимонов, и 2 мы посадим. Давайте тогда еще посадим, да? Посадим 4 лимона, и еще 4 у нас останется. Нам повезло, нам улыбнулась удача. Ура, ура, ура! И сейчас мы с Асель помоемся и пойдем сажать наши лимоны. Те, кто смотрит первый раз, объясню, почему я радуюсь лимонам, потому что по правилам этого челленджа все предметы, которые у нас могут появиться на острове, это они появляются либо по жребию, когда нам выпадает, что что-то прибивает к берегу,
Либо мы это крафтим, используя кусты, рыбу, ракушки, то есть отдавая определенное число предметов, например, там 5 ракушек и кусты, у нас появляется, мы можем позволить купить себе костер. И, соответственно, основное, все основное, что нужно для жизни, это крафтится из деревьев. А деревьев у нас не было. Получается 12 дней. 12 дней у нас мы никак не могли ничего не выловить, никаких семян нам не попадалось, чтобы мы могли посадить дерево. И вот сейчас нам досталось целых 8 плодов лимонов. Поэтому это для меня очень большое счастье. Итак, важный и знаменательный день. Мы... Так, не сажаем лимоны. А почему? Давай, посади лимон. А вы видели? А вы видели, что это было? Потому что у Асель на самом деле есть отношения. У Асель есть отношения. Вот у нее, видите, у нее возлюбленная, она с призраком острова, с Филмором Гуле, а с Иджуном она тоже флиртует. У нас, у Асель имеется раздвоение личности, поэтому, когда вот у нас светло, день, светит солнце, Асель флиртует с Иджуном, а когда наступает ночь, она вызывает духов острова, и там как раз выходит ее вторая личность, и она флиртует с вот этим вот Филмором. Они там уже чуть ли не жениться собрались. Иджун, кстати, хорошо так порыбачил, поэтому сейчас он отправился на поиски ракушек. Нам нужно 5 ракушек, чтобы мы смогли вернуть костер, и тогда мы сможем опять нормально питаться. Потому что вот на испорченной еде они, конечно, потом очень долго чего не могут делать. Им нужно сразу полежать, отдохнуть, поэтому вот пусть ищет ракушки. Я так понимаю, одно он нашел, да? Вот морской гребешок. Где? Вот, да. Это ракушечка. У нас получается 4, нам еще одна нужна. Ой, друзья, еще одну. Показывает нам, что он еще одну ракушечку нашел. Зелье кокетства. Выпейте. Пришел ее возлюбленный. Свершилось. Филмор Гуле так сильно любит персонажа по имени Адель, что предлагает руку и сердце. Так, а что, вот прям вот так? Ну да, я думаю, знаете, раз он пришел, значит, в Адель проснулась вторая личность, потому что, в обычном состоянии, в нормальном своем, она его не видит, его и Иджун не видит, а значит, что-то случилось, и у нее вот появилась ее вторая личность, болезнь стала прогрессировать. Давайте, она, конечно же, согласится. Посмотрим, и все, а дальше продолжения не будет, и пошла сажать, то есть он ей сделал предложение, и она дальше пошла сажать, да? Это, видимо, они так обнимаются. Ну, давайте, я им, наверное, поставлю какое-нибудь романтичное действие, чтобы хоть как-то они отпраздновали свою помолвку. Вот, и как раз, видите, Иджун как раз уснул. Сейчас, пока Иджун спит, Асель здесь немножко пофлиртует со своим, не могу выговорить его имя, Филмором. Вот, видите, у них полная шкала романтики. Так, а куда они... А вы видели, куда они пошли? А Иджун их видит? Ревновать? А ты не можешь ревновать, да? Блин, а что? Что-то причиняющее боль? Осторожно с незнакомцами. Одиночки не любят находиться в окружении незнакомцев. Ревность, конечно, не всегда обоснована, но иногда это чувство причиняет боль. Ему больно. Так, Иджун, бедный ты мой. Но все равно, смотрите, у него все равно остался с ней романтический интерес. Пойдем с тобой лучше вот здесь вот поплаваем. Не нужно тебе за этим наблюдать. Все. Но он его... Подождите, а он же его у меня не видит. Как он может видеть? Иджун, не плачь. Иджун с трудом может вспомнить последнее проявление романтических чувств. Возможно, это паранойя. Но Иджун задается вопросом, чем занимается его партнер или с кем ему изменяет. Так, дать пощечину.
Так, не надо, подождите, не надо. Иди лучше поплавай. Иди сними свой стресс, поплавай. Так, что мне теперь с вами делать? Все, у них прошла любовь и стало все сложно. Сейчас вернется обычная личность Асель, и она такая, что произошло? Я что-то ничего не понимаю. Что случилось? Да, вот это у нас с вами закрутилось с первых минут серии. Я ж теперь даже сама... А он все еще здесь? А он все еще здесь? То есть, получается, мы его... Я думаю, нам стоит жить вместе. Что скажете? Ну, а я вот думаю, это будет считаться, что он у нас один из персонажей, кто прокачивает навыки или нет? Наверное, нет. Давайте... Я даже не знаю, давайте скажем, что сейчас не время, сейчас нужно, сейчас нужно как-то решить вопрос вот с Иджуном. Напряженные романтические отношения. Ну, у вас и в уху был не очень, если честно. Приходи ночью, ты чего днем-то стал ходить? Давай, возвращайся, возвращайся, я не знаю куда, откуда ты пришел. А сейчас, пока один плавает, другая сажает растения, давайте, я вот вывела на экран, скрафтим ребятам костер. Для этого нужно 5 ракушек. Вот я уже выложила 5 ракушек и 1 куст. Итак, переходим в режим стройки. Забираем у них 5 ракушек. Ой, это сразу 2, да, забралось у меня. И, кстати, в прошлой серии вот у нас сгорела груша, да, и я еще раз все-таки почитала правила и поняла, что ее правильнее продать. То есть у нас здесь не должно быть ничего, кроме кустов. Каждый день у нас здесь могут быть только кусты. Так, и 1 куст нам нужно тоже продать. Вот, продаем 1 куст, и теперь мы можем позволить себе костер. Так, костер. Вот наш костер. Это, как я в прошлый раз объясняла, видите, вот камни, это вот они ракушечками выложили, и из кустика сделали прутья, используют взамен дров. И сейчас как раз вот все голодные, и Иджун, и Асель, давайте, сейчас Иджун разожжет костер, они вместе поджарят рыбку и как раз поговорят вот о том, что случилось. Им обязательно нужно поговорить. Оба, смотрите, оба недовольные. Давай, Асель, я Асель тоже дала 1 рыбку, которую Иджун поймал. И давай тоже садись. Все недовольные. Асель не помнит, почему Иджун вдруг на нее стал сердитый. А Иджун, я не знаю, что ему показалось, потому что духов он видеть не должен. Ну, смотрите, он вроде бы стал в хорошем настроении, плюс еще сейчас покушают. Так, жаловаться на личную жизнь. Вот, давай, поговорим с ней, обсудим, скажешь, почему ты что-то там увидел. Поздравить с помолвкой. Он, получается, знает. Так, как мне теперь это отыграть? Давай расскажем анекдот. Про брак не будем ничего говорить, потому что это же было ее воображение. Он не может знать, что она в своем воображении помолвилась. У нас тем временем начинается красивый закат. Напомню, что мы ложимся спать рано, как только темнеет, потому что здесь темнеет рано, но и рассвет тоже приходит рано, чтобы в темноте они не ковырялись, знаете, не в саду и в воде не плавали, а то мне страшно, что погибнут, а нам нужно, как вы мне правильно сказали в комментариях, нам уже пора заводить детей, чтобы если вдруг погибнет один из симов, чтобы у нас была возможность для вообще развития этого челленджа. Поэтому сейчас придется мне их как-то между собой, но наладить им отношения. Так, а у нее опять какие-то мысли появляются про детей, но хотя она вроде так нормально настроена, общается с Иджуном. Так, все, устала, пошла первая спать, да. Все, наступила ночь, до завтра.
Начинаем новый день, вот уже солнышко вышло, а Иджун все спит. Тебе солнышко не мешает спать? Да, да, глаза уже слепит, давай, пора просыпаться. Асель у нас там тоже спит. Но я их буду сейчас будить. У Иджуна всю ночь вот этот вот мудлет ревновать. Я их буду будить, чтобы они покушали. И нас уже, видите, садик ждет, рыбу пора ловить. Все как обычно. Утренние занятия у них постоянно, каждый день. Ну, если не они, то никто не сделает, а им нужно как-то выжить на этом острове. Поэтому Иджун жарит рыбку, и Асель тоже идет жарить рыбку. А сейчас вы будете в шоке. Смотрите, какое уведомление пришло нам ночью. Тарарарам! Пора есть за двоих. Поздравляем, Асель ждет ребенка. В семействе будет прибавление. Так что... Так, нравятся глубокие мысли. Ну, здесь, в принципе, это же не апокалипсис. Мы здесь можем принимать положительные черты. Вот, поэтому... Видите, у нас новости. Асель, я думаю, пока не догадывается, поэтому и Джун тоже. У меня, напомню, стоит мод, что животик на первом триместре, он не виден, поэтому сейчас об этом знаем только мы. Но скоро у нас будет пополнение. Ребята, ой, Асель плохо. Наверное, она уже может догадываться. Ребята вот пожарили себе рыбки, едят, а мы как раз с вами идем бросать кубик. Ну что, день второй, воля богов. Тарарарарам. 3-3. 3-3, по-моему, это тоже хороший бог. Белый бог доволен вами, и его благословение падает на остров, добавляя каждому жителю частицу света. Купите каждому жителю бонусную черту характера на свое усмотрение. Если есть необходимость, можете поменять жизненную цель любым из своих подчиненных. Так. Купить бонусную черту характера. И что у нас получается? У Асель всего 385 баллов, а черты характера начинаются с 500. То есть ей мы купить не можем, но тогда, наверное, может быть, поменяем ей жизненную цель. У нее была жизненная цель, вот чтобы построить дом 400 тысяч, да, но так как она уже живет на острове, возможно ее мысли вот о своем будущем, да, как-то изменились. Давайте, может быть, выберем что-нибудь связанное с пляжной жизнью. Съесть кокос, найти предметы в песке, жарить или запекать еду, исследовать пещеру. Отлично, мне кажется, вот это вот подойдет. А у Иджуна, я не знаю, когда он успел это набрать, но здесь, кстати, может быть, знаете, он же у меня пришел с апокалипсиса, может быть, мы там с ним набрали столько много баллов, поэтому я даже не знаю, как мне это расценивать, и не будет ли это каким-то читом, да, что вот я воспользовалась бонусами. Ну, я даже не знаю. Ну, давайте купим ему тогда, знаете, чтобы не читерить, куплю ему что-нибудь вот за 500 баллов, и дальше уже будем вести отсчет от того, сколько останется. Вот 3200 не будем их считать. Так, что можно взять на 500? Давайте возьму любитель спорта. Все равно я акцентируюсь на фитнесе, да, нам нужен 10-й навык спорта, чтобы сплавать на другие острова поблизости. Поэтому вот возьму ему вот эту вот черту характера. И теперь нам нужно запомнить, что вот эти вот 3200 мы больше не учитываем. Если опять выпадет такой кубик, да, то мы будем уже отсчитывать баллы, начиная с 3200. А мы начинаем наши ежедневные дела, начинаем с Асель поливать огород. Вот у нас здесь растения подсохли, нужно удобрить груши, чтобы они побыстрее выросли. Ой, лимоны, не удивляйтесь, я лимоны все время называю грушами еще с первой серии Апокалипсиса. У нас вырос первый побег лимона. Скоро у нас появятся деревья, представляете?
И Джун опять погрустнел из-за обреченных отношений. Хорошо никогда не будет. Ой, неудивительно, что все, что делает Иджун, имеет плачевный исход, даже когда речь идет о вещах, которые он создает. Все, он стал очень неуверенный, и не знает теперь, что делать, да. Но он, смотрите, он хочет поговорить со Сель, он ищет, видимо, в ней поддержки, чтобы она его убедила, что ничего не было, тебе просто показалось, на самом деле ничего не было. Асель, давай попросить, попросить стать свидетелем на свадьбе. Нет, не такое действие я хотела, чтобы ты сделала Иджуну. Так, а он все, он уже уходит у нас, да, сбегает. Иджун от нас убежал. Нет, я не могу ничего сделать с Асель, я ее бужу, видите, отправляю к Иджуну, а она все равно ложится спать. Эта девушка мной не управляется. В общем, она решила позагорать. Время час дня, а она решила позагорать. И пока одна загорает, второй прокачивает навык фитнеса. Правда, он у него все еще на 5 уровне, но он хотя бы, знаете, сам ходит плавать, ему нравится, и я его не заставляю, он потихонечку сам наращивает вот этот вот фитнес. На острове уже началась гроза, сильный ливень. У нас спрятаться негде. Напомню, что у нас спрятаться негде. Но мои решили, что, может быть, знаете, в дождливую погоду они смогут больше наловить рыбы, поэтому отправились на рыбалку. Рыба нам нужна, чтобы есть, и из рыбы можно еще скрафтить раковину. Поэтому, если вот они сейчас наловят много рыбки, то можно будет им купить раковину. Как вы считаете, вот так вот, это понятно, что Асель беременная, или она же у нас такая немножко полненькая девочка, да, или она просто хорошо питается на острове? Мне кажется, можно подумать, что она просто немножко поправилась, да? Ну, не скажешь, что беременная. Сегодня такая красивая, ясная ночь, что даже, видите, время уже 8:30, а на острове светло. Но так как они у меня все хотят спать, то я хочу им скормить. У кого-то я видела, ой, они выбросили, у них была плохая еда, они, видимо, выбросили. А все хотят есть. Тогда придется съесть сырую рыбу. Уже время позднее, жарить, наверное, мы ее не будем. Вот сейчас Иджун как раз там вот уже поел рыбки. И ложись тогда спать. Завтра с утра все равно я вас рано подниму. Да, все, они все устали, очень мокро, хочется спать. Поэтому встретимся с вами завтра. Начинается новый день, и это последний день зимы. Сегодня у нас будет облачно, ветрено, солнышка не будет, но со следующего дня, завтра, надеюсь, у нас наконец-то будет тепло, мы посадим цветочки, и мне нужно будет опять посмотреть, там, по-моему, с помощью цветочков тоже можно что-то скрафтить новое, что до этого нам было недоступно. Ну, а день у нас начинается, как всегда, с проверки ловушек. В ловушке полно рыбы, нам сказали. Так, давайте забираем рыбу и отсюда забираем рыбу. Сейчас посмотрим, сколько нам всего попалось в ловушку. 3 рыбы из одной ловушки. Я вижу, что 8 часов, что пора кидать кубик. Я просто хочу, чтобы Джун проверил еще и вторую ловушечку, чтобы мы посчитали с вами рыбку. Ого, какая красивая! Смотри, какая рыба проплыла. Так, Иджун, ну что, ревновать? Нет, мне нужно, чтобы ты ловушку разобрал. Он все ревнует. Так, кокос! Лето и весна, друзья, у нас кокос и одна рыбка. Все, на этом идем бросать кубик. Ура! Итак, воля богов. Давайте, опять нам что-нибудь хорошенькое.
5-6. Видите, здесь выпадает пятерка. Но нечетное, все, что начинается с нечетного, это хороший бог, и нам опять повезло. 5-6, кстати, это одно из испытаний, которые вы придумали. Под первой серией вы давали идеи, и вот я их собрала себе в списочек. Итак, сегодня ветер принес очень странные звуки, и хоть от этого звука и было больно, но вам удалось поймать несколько этих жужжащих насекомых. Теперь у вас есть пчелы. Пчел можно купить только если на острове уже есть улей. Так, а у нас его нет, и я посмотрела, чтобы его купить, нужно 20 цветов и одно дерево. Поэтому, хоть у нас и выпало хорошее испытание, но я почитала правила, там, знаете, если вы не можете его исполнить, то, соответственно, оно пропадает. Получается, пчелки к нам прилетали, нас укусили, мы даже несколько поймали, но так как нам их некуда посадить, то пришлось их отпустить. А это значит, что Иджун задумается над тем, что надо бы как-то вот построить что-то похожее на улей, чтобы если опять прилетят пчелы, их можно было где-то посадить и в дальнейшем получать мед. А мы с Асель сейчас соберем цветочки. У нас выросли первые цветочки, и мы сможем сейчас еще посадить подснежники. Это очень хорошо. Как тут наши грушки поживают? У грушек тоже все хорошо. И, кстати, кокос. Нам Иджун выловил кокос. И вот я прям не знаю, еще один подождать или посадить. Лето и весна. Завтра. Весна будет завтра, тогда посадим кокос завтра, пока не будем. И я немножко в шоке. С одного куста нам добавилось по 10 цветов. Представляете, у нас уже 20 цветов. Это очень много. Для челленджа это очень много, потому что там цветы требуются много где. И я тогда сейчас вот оставлю Асель здесь сажать побольше цветочков. Так, я думаю, вот столько вот там хватит. Это даже будет очень много. Один день остался. Успеют они вырасти? Давайте тогда не так, давайте... ладно, давайте посадим, мы их сейчас удобрим, польем, может быть и получится их вырастить до завтрашнего, до полночи, да? В полночь пробьют часы, и наши подснежники превратятся просто в обычную траву. Поэтому так, давай, Асель, иди сюда, хватит собирать, сначала нужно посадить. Я сделала списочек, что нам теперь доступно благодаря тому, что мы смогли вырастить цветы. И самое главное, смотрите, мы можем купить палатку, спальные мешки, кроватку для детишек, унитаз с раковиной и всякие игрушки для детей, для будущих. Но нам главное нужно рыбы побольше. Я уже посчитала, у Иджуна сейчас целых 21 рыбина, поэтому как только наши цветочки вырастут, то, наверное, я первым делом куплю им палатку, чтобы им было удобно спать. Поэтому Иджун вот у нас как раз сейчас ловит рыбку, чтобы была про запас, а мы будем караулить наши цветочки, потому что сегодня в полночь начнется весна, и нам нужно успеть собрать и кусты, и сами цветы. Асель, правда, очень устала, но мы сейчас попробуем, а мы ничего не попробуем. Хотела, чтобы она с ними поговорила, знаете, чтобы они подросли, но нет, Асель отправляется у нас спать. Я не представляю, как она будет рожать на острове. Докторов нет, никого нет, никаких медицинских препаратов нет. Я не знаю. Я бы, наверное, вплавь поплыла куда угодно, лишь бы не оставаться здесь, на этом острове. А тут чувак ворует нашу рыбу. Его выгнать нельзя, представляете, улыбается, ворует нашу рыбу и улыбается. Но по правилам мы NPC не замечаем, никак с ними не взаимодействуем, только можно их вот отправить домой, но у меня этого действия нет.
У нас начинается красивый закат. Я почему люблю остров, да, мне нравятся вот эти вот виды. И сейчас, раз Асель не смогла, отправила вот Иджуна поговорить с растениями, нам нужно их как-то убедить, чтобы они выросли и дали нам цветы. Нам, кстати, еще принесли счета, правда, совсем чуть-чуть, вот 45 симолеонов. А, ты не можешь оплатить, да? Но нам их в любом случае нужно оплатить, иначе придут коллекторы, унесут у нас что-то, а коллекторы ж до острова в любом случае не доберутся, да? Поэтому сейчас мы оплатим. Женщина, а что вы здесь делаете? Давайте-ка, уходите, пожалуйста, с нашего острова. Отправила Иджуна собирать урожай, уже все тут созрело, вот колокольчики, падуб давно не собирали. Наши подснежники все еще не выросли. И, кстати, пришло уведомление, что у нас закончились запасы воды, хотя мы здесь ее нигде не используем. Мы ходим мыться, соответственно, в океан, в туалет мы ходим в кустик, раковин у нас нету, поэтому что за запасы воды, мне неизвестно. Так, Иджун, давай продолжаем собирать урожай. Сегодня опять ясная и светлая ночь. Видите, 9 часов. Мы еще тут все видим с вами. И я хочу, видимо, ну, скорее всего, Асель уже все поняла, что что-то произошло, да, что она не поправилась, что она, скорее всего, беременная. Поэтому я хочу, чтобы она вот с Иджуном обсудила этот момент. Так, вот из всего, что было, вот я нашла, смотрите, что она может выразить сомнение по поводу брака. Может быть, она скажет что-то, что вот, видишь, похоже, я беременная. Наверное, кто? Ты отец. Больше некому. Мы здесь с тобой, здесь вдвоем. Вот, все, она ему... Вот, давай расскажем ему главные новости. Нам больше об этом сообщать некому. И Джун такой, я? Отец, я? Я думаю, ему сегодня ночью нужно будет очень сильно подумать, как он стал отцом. Он что-то не помнит, он тоже что-то не помнит. И время уже, смотрите, уже 10 часов, мне надо их отправлять спать. Сейчас мы проверим цветочки и пойдем спать. Вот так вот, вот так. Я отправила Асель спать, а Иджуна вот оставила пока здесь. Вот сейчас до 12 с ним постою. Если вдруг они вырастут, цветочки, да, то мы их сразу соберем. Если уж не вырастут, то значит вот завтра с утра проснемся пораньше и посмотрим, сможем ли мы их собрать или уже будет совсем поздно. Вот, на этом тогда мы с Иджуном остаемся, а с вами увидимся уже в ближайшее время. А у нас началась весна, представляете? И все, я проверила шалфей, нет, не шалфей, шпинат, по-моему, шпинат. Так, это опять шалфей. Вот, видите, все. Собрать урожай нельзя, не сезон, и наши цветочки тоже не вырастут, потому что началась весна, и никаких растений мы собрать не сможем, даже если они вырастут. Поэтому я сейчас перетащу все эти кустики, которые сезонность зима, нам в багаж, потому что по правилам, вернее не по правилам, а мы сейчас в 8 часов пойдем бросать кубик, и есть вероятность, что у нас опять придет шторм, все снесет, поэтому, чтобы не рисковать, я лучше все эти кустики перенесу в багаж, и мы потом из них что-нибудь скрафтим. Убрала я все зимние растения, осталось прям совсем чуть-чуть, но я хотела сразу посадить еще весенние растения, но я решила, что мы сначала бросим кубик, и если не придет шторм, то мы посадим весенние, потому что если опять выпадет шторм, то нам придется все снести. Я уже наученная этим опытом, поэтому сейчас мои вот позавтракают, и как раз, наверное, уже будет 8 часов, мы пойдем бросать кубик.
У Асель, кстати, малыш родится вот ночью с воскресенья на понедельник. Поэтому я даже не знаю. Скорее всего, в следующей серии. В следующей серии мы начнем с того, что будем принимать, будем принимать роды у Асель. В этой серии, я думаю, она не успеет родить малыша. А у нас 8 часов. Я нажимаю на паузу и идем бросать кубик. Итак, 4-й раз. Воля богов. Да-да-да-да-да-да-дам. 5. Опять 6. У нас уже было 5-6, мне кажется, да? Пчелы прилетали. Пойдемте посмотрим. Да, второй раз выпало 5-6, что к нам прилетели пчелы, но мы их не можем купить, так как у нас нет улья. Поэтому 2 из 4, 2 испытания удачных, 2 мы не можем выполнить. Но такое испытание лучше, чем если бы пришел шторм. Поэтому порадуюсь и такому варианту. А я проверила багаж и Джуны, и Асель, и на весну у нас вот только есть колокольчики, мы их сейчас посадим. 2 я сажаю, 2 у меня еще осталось в багаже, по-моему, у Иджуна. Колокольчики были у Иджуна. Оставляю про запас теперь. И Иджун у нас выловил кокос, вот его мы тоже посадим. 5-е дерево. Мы сажаем с Асель 5-е дерево. Боже мой, даже не верится. Наконец-то у нас появились деревья и цветы. Мы теперь за весну точно навыращиваем цветов. И вот все, что я в подсказке выводила, все это купим. И палатку, и детскую кроватку, и детишкам игрушки. В общем, надеюсь, скоро мы чуть-чуть обустроимся на этом острове. Асель на 3-м триместре стала совсем нам не помощницей. Вот она посадила растеница, сейчас соберет урожай, и все, она уже устала. Пойдет спать, пойдет отдыхать у нас. Зато Иджун у нас полон сил, довольный, счастливый. Так, что он у нас хочет? Не уходить с участка в течение 8 часов. Да, пожалуйста. И по навыкам, вот смотрите, он сейчас уже докачает рыбную ловлю на 7-м уровне. Вот за этот эпизод у нас совсем не прокачалось садоводство и фитнес, поэтому сейчас, наверное, вот он докачает до 7-го уровня рыбалку, и я его отправлю плавать. Иджун, шикарно же, скажи. Какая водичка чистая, мы ее всю около своего острова очищаем. У нас тут свежий воздух, теплая вода, людей нет. В общем, все так, как любит Иджун. Так, тогда плавай, оставайся здесь плавать. А мы знаете, что сейчас поделаем с Иджуном? Мы поныряем за ракушками. Вот, нырять без снаряжения. Нам теперь это разрешено. По правилам, после 5-го уровня фитнеса можно нырять за ракушками. Я надеюсь, что это именно это действие по поиску ракушек, потому что здесь не написано, что нырять за ракушками. Смотрите, как красиво садится солнце. Так, Иджун, давай еще разочек, попробуй. Пока что вот он у меня 3 раза занырнул, и за 3 раза мы вообще ничего не увидели, не нашли. Поэтому, скорее всего, без ножа мы эти ракушки здесь не сможем собрать. Возвращаемся с Иджуном на берег. Он теперь стал еще быстрее плавать, как нам написали, из-за того, что у него теперь 6-й уровень фитнеса. Поэтому практически мчим домой. Тут уже Асель ждет его, она голодная, поэтому сейчас Иджун для нее разожжет костер. Сам он кушать особо не хочет. Так, иди сюда, возвращайся. Я в багаж ей положила еще 3 рыбки, только и успеваю ей рыбку перекладывать. Она сама ничего не ловит. И пожарь себе теплую, горячую, свежую рыбку. Иджун, а мы с тобой чем займемся? Ну,
раз тебе все отлично, все нравится, давай пойдем тогда еще немножко половим рыбку. Смотрите, смотрите, что случилось. Второе, у нас выросло 2 дерева. У нас уже выросло 2 дерева. Так, я дождусь, когда созреют лимончики, соберу лимончики и 2 дерева положу в багаж, а лимончики опять посажу, потому что я все время теперь боюсь шторма, чтобы, знаете, шторм не снес мои деревья. И в завершении этого дня, и Джун, видите, с Асель, они решили опять поговорить, потому что близится скоро роды. Ну, они, естественно, они понимают, да, что здесь никого на этом острове больше нет. Поэтому даже если у Иджуна с Асель ничего не было, она не могла по-другому ни от кого забеременеть. Поэтому Иджун такой, ну, наверное, может быть, я не помню, но я, естественно, он ей будет помогать, он будет во всем с ней вместе, во всем участвовать. Так, Асель нравятся истории. И они сейчас как раз вот об этом поговорят, потому что Асель понимает, что уже скоро она будет рожать, нужна будет помощь и Джуна. Так, а мы сможем с ним немножко пофлиртовать? И мне кажется, знаете что? Мне кажется, что вот она пока беременная, у нее не приходит вот это вот, не наступает раздвоение личности. То есть вот сколько мы уже, 4 дня здесь, да, и она настолько устает, она постоянно спит, что она даже не думала про этого Филмора. Мы про него не вспоминали, духов не вызывали. И, видите, у нее вернулась полосочка романтики с Иджуном. Иджун, у Иджуна, давайте проверим. И у Иджуна. Он ей поверил, что он отец, и что она ему ни с кем не изменяла. Это было просто какое-то вот помутнение, да, рассудка на этом острове, может быть, солнечный удар, может быть, еще что-то. Поэтому, так, а ты куда пошла? Блин, вот они на эти лодки садятся. Да, пошла плавать. Возвращайся. Тебе нельзя, тебе не плавать, ни лодки, ничего нельзя. Ты беременная, тебе рожать скоро. Вот, у нас уже наступила ночь, да, стало очень темно, поэтому Асель я отправляю спать, и Джун тоже рядом с ней ложится. Спать. На остров пришла ночь, а я с вами прощаюсь, и мы с вами встретимся уже в следующей серии и узнаем, кто у нас родится. Спасибо большое за просмотр. Если есть какие-то идеи, как дальше развивать отношения Асель с призраком и с Иджуном, что придумать в их истории, то пишите в комментариях, буду рада интересным идеям. Вот, на этом прощаюсь. Пока-пока!